Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 29-я серия Тетради Смерти. Ну, ого, какой спокойный кадр. Кажется, это... Иногда надо и на солнце выходить, дышать свежим воздухом. Сестра, боже, она сошла с ума. Вау. Она с ума сошла. Что же мне теперь делать? Как мне жить дальше? Очень такой момент, мягко говоря. Яблоки, да. Рюк. Ого, как. Опа! Здорово. Сид, Сид. чего это ты здесь делаешь? Эй, не летай со мной. Верни мне тетрадь. Она мне нужна. Я знаю. Но понимаешь, все не так просто. О, да. Я понятия не имею, где она сейчас. В смысле? Меня это не касается. Оставьте меня в покое. Верни мне тетрадь. Я не могу. Ну возьми, верни. Живо. Если она тебе нужна, ищи сам. Вот динамовщик какой, Дом а. в Эмми — это не просто детский приют. В нем воспитывают самых способных, таких как Эл. Некоторые из них знали Эл и решили продолжить его дело. Да-да. Решили продолжить дело Эл. Облом, И да, самым чувак? умным из этих ребят был парень по имени Ния. Это Энн? А тот второй, которого они называют Мелла, все время соперничал с Ния, пока жил в приюте. Не продолжил дело Эл. Это несомненно. Это он возглавил союз против Киры. Ну а то. Да. Мелло, наверное, мечтал завершить то, что начал Эл. И в таком случае Мелло сделает все, чтобы первым добраться до тетради. Энн говорил, что Мелло мог организовать похищение. Он его и организовал. Да. Это портреты, выполнены по описаниям. Фотографий не осталось. Нормально. Эл оставил наследников. И это значит, я еще с ним сражаюсь. Да, чувак подготовился. Сначала мне надо установить, где находится преступная группировка, в которую входит Мелла. Я показал Мисси список бандитов, объявленных в розыск, чтобы она посмотрела на него глазами бога смерти. Вот он. У него времени смерти не видно. Номер 105. Написано, что его прозвище Джек Нейлон, но его настоящее имя Карла Снайдер. С помощью тетради смерти я заставил Снайдера прислать мне в письме адрес, где они скрываются. Письмо скоро должно прийти. Мама. Танцуй! Письмо пришло. Лос-Анджелес. Есть. Я обогнал этих двоих. С тетрадью смерти и глазами Миссы я непобедим. Ну, мозги включились у него. Запомнил. Лос-Анджелес. Лайт. И там что-то. Я смогла снова быть тебе полезной. Да. Я люблю тебя, Мисса. Вот сволочь. Ой, мама. Здрасте. Они его не видят? Он посмотрел и полетел за своей тетрадкой. Ой, ему долго лететь. Или те до сих пор в Америке. Видимо, да. А теперь нам надо проверить, можно ли управлять поведением людей. Для того, чтобы поговорить с ними о тетради, надо сделать так, чтобы они меня заметили. И как? Адрес, конечно, дал Снайдер. Но пока он не дотронулся до тетради, он не сможет меня увидеть. А остальные? Сейчас увидит. Э, И все. Странно. Тетрадь летает.
Если эта тетрадь людей убивает, то, наверное, и летать может. Логично. Босс, этот в грязном маскарадном костюме. Кто он такой? Будем знакомы. Вообще-то я бог смерти. Бог смерти? О боже. Он точно навалил. Чтобы и остальные меня тоже увидели. Штаны. Можешь дать им прикоснуться к тетради. Я бы послушал. Он говорит, чтобы его увидеть, вы все должны прикоснуться к этой тетради. Так, кое-кто. Хорошо. Давайте. Всем дотронуться до тетради. Ну давайте. Кто этот монстр? Его раньше не было. Стреляйте! Психотерапия всем обеспечена. Люди не могут причинить мне вреда. Да мы поняли. Судя по всему, он действительно бог смерти. И говорит правду. Рюк, сейчас я откажусь от права владения тетрадью. Господи, что и ты- ты, Рюк, будешь следовать за человеком, которому я передам ее. Что ты Ты опять снова откажешься от тетради? задумал? Но ведь тогда память о том, что ты сделал, исчезнет. Одолжи мне свою тетрадь. Если я сделаю так, то даже после отказа от тетради память не исчезнет. Я буду вырезать страницы и давать тебе сколько надо. Теперь, Кирой, будешь ты, Миса. Сможешь? Хорошо. Да. Но что ты собираешься делать? Да, хороший Я вопрос. сейчас все тебе объясню. Права на ошибку у нас нет. Как и всегда. Ага, Шоколад. Это вкусно. этот шоколадки. Эй, ты насчет этих правил уверен? Если в течение 13 дней с момента написания последнего имени владелец тетради не впишет еще кого-нибудь, он умрет. И второе, если эту тетрадь изрезать, сжечь или попытаться еще как-нибудь уничтожить, каждый, кто к ней когда-либо притрагивался, умрет. Ты уверен, что этих двух правил нет? Да, они точно выдуманы. Бог смерти решил пошутить перед тем, как отдать тетрадь человеку. Правило о 13 днях. Его можно легко проверить на человеке. Вопрос в том, прошла ли эта тетрадь через руки Киры. А если прошла, то знает ли он, что эти два правила ложные? Если он знал об этом, то мог ими воспользоваться. Особенно насчет 13 дней. Например, доказывая свою невиновность. Черт, Мэла очень близок. Сид, будешь нас охранять. А? Те, кто не трогал тетрадь, тебя не видят. Выйди за дверь. Живо! Нифига себе. Что это с ним? Обычный человек орет на Бога? Да. Ну, что ты вообще обнаглевший? Тот может взять тетрадку, уйти и пошли вы все нафиг. Ягами слушает. Это Кира. Не может быть. Ира? Тетрадь, которая находилась у японской полиции, оказалась в руках злодеев. Кира, ты еще должен это доказать. Доказать? Теперь, когда тетрадь смерти есть и у другого человека, смысла в объявленных убийствах нет. Они все равно не докажут то, что я Кира. Тем не менее, у меня есть для вас доказательства. Причем неопровержимое. Скоро вы получите мою тетрадь. Твою тетрадь? А получив тетрадь, вы при желании получите возможность, взглянув на человека, узнать его имя и дату смерти. Успокойтесь и выслушайте. Я собрал всю необходимую информацию и составил список членов нужной вам преступной группировки. 10 ноября в 23 часа 59 минут все члены этой группировки умрут. Да ладно. Их имена уже записаны в тетрадь смерти. И изменить ничего нельзя. Проверим. Я знаю место, где они сейчас скрываются. Там же находится и ваша тетрадь. Я передам вам адрес. Вместе со своей тетрадью. И 10 ноября в полночь вы вернете утраченную тетрадь. Черт, корчит из себя справедливого. Корчит из себя защитника справедливости. Ох, как грамотно действует, как грамотно действует. Это надо. Потихоньку, смотрите, смотрите, свою пользу доказывает. Реальному Итак, правосудию. если, как говорит Кира, 10 ноября преступники умрут, то это наш шанс. Конечно, не хочется участвовать в плане Киры, но я за. И я тоже за. Ты помалкивай.
Но знать день и час, когда преступники умрут, мало. Верно. И всем нам известно, что надо получить глаза бога смерти, чтобы была возможность убить этих людей наверняка. Сделку заключу я. Не надо! Давайте это сделаю я! Это я отдал тетрадь преступникам, чтобы спасти дочь. Еще тогда я подумал о том, что должен покончить с собой. С Сайтира. помощью тетради я убью преступников, а через 13 дней умру сам. Если папа станет писать в тетради, то тогда... Да, поймет, что твое 13-дневная фигня это херня. Так, сколько прошло? Черт, не могу понять. Вы готовы? Все на своих местах? Да, Лайт. Теперь Сейтира Ягами должен совершить сделку с богом смерти. Вперед. Рюк, давай. Сделка совершена. Все. Ну, уважуха старику. Сейтира Ягами, теперь посмотрите на фотографии преступников. Вы видите их имена и время смерти. Да, вижу. Сигналом будет исчезновение их имен. А, смотрит на бумаге. Если исчезнут, то значит все, конец. И... Хрясь. Хрясь. А Мэлло? Начать штурм! А Мэлло? Мэлло нет, потому что его лица нигде нету. Никаких фото, никаких архивных данных, ничего нет на него. Беги. Значит, в деле замешан Кира. Вот уж не ожидал. Кто бы мог подумать. Черт! С кем это Сид? Сиди смирно и смотри, Сид. Если не будешь вмешиваться, тетрадь скоро вернется к тебе. Да, вот Рюк дает. Рюк ради собственного удовольствия, уже с богами собственными. Воюет. Заберите урода тетрадь. А потом живо наверх. А сам чё не забрал, кстати, тетрадь? Чё сам убежал? Все, это конец. Не двигаться! Метко стреляет. Молодец, молодец. Двое бандитов задержаны. Тетрадь в наших руках. Мы возвращаемся. Нет, еще не все. Нет? Никого похожего на Мэла не видно. Он наверняка прячется где-то в здании. Его надо найти. Пока он не найден, операция не завершена. Что он задумал? Обычно в такой момент он что-то задумал, реально. Мэлло точно не смог выбраться, интересно, из этого здания? Он здесь! Кто Не взорвался? двигаться. Не вздумайте стрелять, здание заминировано. Этот взрыв был предупредительным. В следующий раз я взорву здесь все. Делайте, что я говорю. Мэлла. Уважуха. Опять Ягами. Наверное, вас надо было убить. Да, Вот уж не ожидал, что придется во второй раз встретиться с вами. ну ты же... Да. Эл прогадал сильно с этим парнем. Михаил-К-И-Л. Твое имя Михаил Килл? Михаил Килл. Ого, как он узнал? Прочел. Сдавайся, Черт. Мэлло. Если не будешь сопротивляться, останешься в живых. Нечего с ним говорить. Скорее запиши его в тетрадь и убей. Если я запишу твое имя в эту тетрадь, ты умрешь. Положи пульт и подними руки вверх.
Ягами. Выполняю. Осталось написать только фамилию. Займет меньше секунды. Дурак, быстро пиши, слышишь? Простите меня. Я вовсе не собирался убивать вас, Ягами. Правда, что ли? Блефовал все это время? По-другому заболтал. Ягами, я знаю, что вам не нравится убивать людей. Сзади! Броня супер. Выстрел. После этого... Что там? Хосе, тетрадь! Черт! Подлец! Вцепился в нее! Не выпускает! Кто? Блин, он крут. Это самый молодой из них. Сдавайся, Мелла. Руки вверх. Ну, какие-то пули прошли. Вся броня не защищает. Все. Взрыв. Неужели все взорвались? Господи, неужели сейчас все мертвы? Нет. Мацу, ты как? Вроде живой. А, Мацу жив? Да, похоже, все живы. Эл, Мелла нигде не видно. Где его отец? Черт. Саитира Он где? смог уйти. Я говорил, быстрее пиши. Ох, мне что-то кажется, все плохо закончится. Папа, папа, слышишь? Пожалуйста, не умирай. Вот козел. Лайт, Папа! я очень рад. Чему это? Да, ты очнулся, папа. Сынок, глаза бога смерти все еще принадлежат мне. Тот бог смерти, Рюк говорил мне, что у тех, кто пользовался тетрадью, время смерти не видно, сынок. Я убедился, что ты не Кира. И теперь я могу умереть. Ну зачем вы так говорите? А как он это Вы будете жить. провернул? Папа, не говори ничего. Это, конечно, важно, но есть вещи гораздо важнее. Надо записать имя Мелла. Прости, сынок. Я так и не смог его убить, хоть ты и просил. А если я сейчас скажу, что еще не поздно? Да, главное правильно подать. Надо сделать вид, что я на пределе. Сука. О, папа, впиши его имя. Впиши его имя. Ты должен за себя отомстить. Ты не позволишь ему уйти. Тварь. Вот тварь. Папа! Лайт. Вот это реально жалко. Мне очень жаль. Папа! 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 Не смей умирать! Папа! Неужели он лицемерит? Я в это не верю. Ты бог смерти, который спустился на землю, чтобы вернуть свою тетрадь? Да. Для расследования дела Киры нам достаточно и одной. Держи. Та самая первая тетрадь ушла.
Тетрадь смерти приносит людям только несчастье, но Саитира не воспользовался тетрадью и смог умереть, веря в то, что его сын не Кира. Он был счастлив. Неужели, когда он плакал, он лицемерил, а? У меня нет комментариев на данный момент. Вообще. Честно сказать, мне понадобилось сейчас несколько минут, чтобы собраться с мыслями, перед тем, как записать мое мнение по поводу данной серии. Саитира на смертном одре, а Лайт так лицемерит. У меня, честно сказать, да, я не смог уже объективно смотреть, у меня сердце разрывалось. Знаете, в данный момент там показано, как он хочет, чтобы он подписал, подписал имя. Он хочет это для себя. Напомнило мне момент из фильма 2004 года, снятый культовым человеком Клинтом Иствудом. Называется «Малышка на миллион». Там в конце, сейчас спойлер будет, там в конце сцена, когда парализованная девочка, которая заработала более или менее хорошее состояние, должна все переписать на семью. Семья от нее это требует. И это сделано всего лишь по причине наживы. И не из-за чего больше. Как и в той сцене, в этой сцене у меня сердце разрывалось. Как может быть человек настолько быть не человеком? Лайт данной сценой, вот конкретно сейчас данной сцены, Лайт обесценил все, что делал до этого. Защищая людей, а он говорит, что он защищает людей, нужно иметь понимание ценности жизни этих людей, понимание их пройденного пути, понимание того, что жизнь — это бесценный подарок, и лишать его — это страшнейшее преступление. То, что сделал Ягами Саитира, его отец, достойно просто высочайшей, я бы не сказал похвале, а высочайшей оценки. Человек, который прожил всю жизнь, и теперь ему ничего бы не было, никаких последствий, мог отомстить и не стал. Тетрадь смерти приносит людям только несчастье, но Саитира не воспользовался тетрадью. Он был счастлив. Умер, веря в свой кодекс, веря в то, что человек, каким бы он ни был, не должен так умирать. Он верил, что человек не должен быть подвергнут самосуду. Лайт хотя бы сделал прощальный подарок, хотя бы... Но это он сделал снова же не для отца, он сделал это для себя. Тот бы увидел бы на смертном одре с глазами, что все, и конец. Я о том, что Лайт абсолютно полностью лицемерен. Он хочет избавить мир от преступности, но по факту он является самым страшным преступником. Не потому что он убил в 1000 раз больше людей, чем любой преступник, а из-за того, что он не понимает, абсолютно не осознает всю ценность человеческой жизни. Как вот то, что в нем было человеческое, все мертво. Его действия привели к тому, что его сестра сошла с ума, и его отец погиб. Я очень надеюсь, как можно скорее хочу это смотреть и увидеть, как наконец-то все закончится. Что ж, это была 29-я серия «Тетради смерти». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте
и на Бусти, где выложил эту серию абсолютно без ограничений. Удачи!